Топ-5 пауэр-станций для преодоления блэкаутов. И там самых интересных, с самыми интересными ценами, которые можно заказать как в Украине, так и в Европе с доставкой в Украину через NP Shopping. Короче, начинаем мы прямо с первого места, далеко не откладывая в долгий ящик. И все это, конечно, на канале Технозон, но перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, а ссылки на обзоры, конечно же, на проверенных продавцов, на промокоды, которые я для вас насобирал, тоже в описании под видео. И поехали. Первое место у нас Allpowers R1500 Lite. Это пауэр-станция, которая порвала вообще рынок. Объясню. Дело в том, что есть оригинальный R1500, он 1152 ватт-часа, литий-железофосфатный. Все пауэр-станции этого топа, они литий-железофосфатные, кроме одной, которую я тоже использую. И все пауэр-станции имеют BMS-контроллеры, они безопасны. Вот я сразу про это говорю, там есть и защита от оверзаряда, от оверразряда, от низкой температуры, от высокой. Ну, короче, все варианты защиты, при этом еще и являются обладателями UPS, да, которые источниками бесперебойного питания, и, конечно же, выравнивают напряжение, то есть это все вообще очень классно работает, но у каждой пауэрстанции есть свои моменты. И Allpowers R1500 это большой конкурент FuzzyBot F1200, который тоже будет в этом топе. Потому что FuzzyBot, например, стоит $429, ну с промокодом там будет, грубо говоря, 419 или 409, а Allpower R1500 с моим промокодом можно взять за 424, а промокод у нас дает, смотрите, вот если я сейчас в Европе, кстати, если вы заказываете в Европе, то заказывайте через NP Shopping в Украину конкретно, заказывайте через NP Shopping на Польшу, так будет дешевле. А вы такие раз добавили, смотрите, допустим, пошли на чекаут. Давайте, сейчас я вам покажу, это все очень-очень интересно. И технозончик включен, она будет стоить 381 евро 60 центов. 381 евро 60 центов. Это просто трэш. Я вам серьезно говорю, это очень-очень дешево. Это дешевле, чем в Украине в разы. Дальше возвращаемся. В Украине можно взять за 24 650, а с промокодом это прям будет, вот смотрите, это будет 22 185 с промокодом Технозон. Тоже ссылка в описании под видео. И такие цены попробуйте поискать. При том, что у них есть неоспоримое преимущество. Это 4 розетки. Да? Если полноценная R1500, то можно расширять с помощью батарей расширение B1000, на которое я тоже делал обзор, кстати. И у них есть все стандарты быстрой зарядки, и как бы все отлично. Из минусов, которые есть. Allpowers перестраховываются, как всегда, по безопасности, и после полной зарядки до 100% она будет гонять вентилятор, пока будет работать инвертор. Это безопасный путь. Допустим, тот же самый FuzzyBot, тот же самый EcoFlow. Кстати, EcoFlow здесь вы не увидите, потому что он очень переоценен по своей стоимости. Здесь даже Blue Yeti мы сейчас вам покажем. Они тоже себя что-то возомнили непонятно чего. Хотя например, по надежности тот же самый FuzzyBot поинтереснее, чем EcoFlow будет. У нас есть кое-какая статистика интересная. И здесь у нас есть в полноценной R1500 есть еще и QI-зарядки, 2 беспроводных зарядки сверху. И плюс на 100 ватт-часов она по емкости больше. В остальном всем разницы никакой. Советую именно обратить внимание на лайты, прям вообще топово заходят. Именно с промокодиком можно покупать. Это первое место. На втором месте у нас FuzzyBot F1200, портативная станция. Прям вообще топ. 11,2 или 11,5 килограмма, она маленькая, да, у нее, правда, всего 2 розетки, и она поэтому на втором месте, и плюс у нее нет возможности расширения, то есть это вот те моменты, которые повлияли, но ее легко переносить, очень любят военные, при том, что у нее тоже все стандарты быстрой зарядки, есть регулятор ограничения мощности заряда, есть контроллер BMS для регулировки, ну, вернее, для мониторинга защиты, это прям очень классно, и меньше 10 миллисекунд. Все, кстати, пауэр-станции у нас имеют функцию UPS, то есть это функцию UPS, источник бесперебойного питания. Например, ваши устройства даже не поймут, что пропадает свет. Это очень классно. Насколько может хватить таких киловаттных пауэр-станций? Я вам объясню. Например, у меня, я уже 100 раз показывал, работает и котел отопления, да, газовый, которому необходимо электричество с насосом. Он потребляет там 50 ватт, 60 ватт, до 100 в пике нагрузки. И это может хватить там на 11 часов, да,
то отлично, больше даже. Если я подключаю роутер и котел, то у меня 10 часов. Если холодильник, там 6-7 часов без света, у меня будет холодильник, котел и роутер работать. Теперь смотрите, я вам рассказываю один интересный фокус. Есть вот такая вот классная фозибот на третьем месте F2004 2-киловаттная. Если вы хотите 2-киловаттную, вы, конечно, можете обратить внимание на Allpowers R2500, но он стоит 859 евро, и разница между, допустим, тем же самым 2400 Allpowers R2500 только в том, что его можно прокачать батареями расширения, будет прям вот топово. Я вам серьезно говорю, то есть можно докачать его до какого-то состояния такого интересного. B1000 сюда ставится. И здесь 2,5 киловатта выходной мощности, здесь 2,4. Небольшая разница, но этот расширять нельзя. И у F2400 есть одна особенность. Все эти пауэрстанции прослужат как минимум 10 лет при ежедневном использовании. Все вот этой пауэрстанции необходимо открывать уши. Вот серьезно, вот они, уши охлаждения. То есть они сделали ее более компактной за счет вот этих вот ушей. То есть если, допустим, в том же самом Allpowers R2500, видите, здесь ребра стоят и все остальное, ничего открывать не надо. Вот есть у нас гнезда расширения, то конкретно в F2500 нужно открывать и следить за этим, иначе будет проблема. Ну и, как я уже говорил, у фозиботов есть технологический момент. Первые 2-3 недели они будут пованивать пластиком. Не критично, не токсично, безопасно. Это вот такой вот материал, пока там чего-то просто-напросто температура не усадится, не уляжется. Но это абсолютно безопасно, и сам производитель об этом говорит. Поэтому на третьем месте фозибот F2400 очень даже классен. То есть 2 киловатта, это, извините меня, уже такой полубэкап. Но, допустим, для меня Allpowers 859 евро 2-киловаттный, да я лучше возьму 2 лайта, и, допустим, это будет по сколько? Если он у меня получается по 389, это будет дешевле. Это будет дешевле. Допустим, 2 киловатта дешевле, чем 2-киловаттная станция Allpowers. Это прям вообще топ получается. И вы, получается, одну станцию поставили на холодильник там и на котел, другую на телевизор, на роутер и на компьютер. И все, и вы живете, и вообще не ощущаете вот этот вот дурацкий, скажем так, дурацкие отключения света. А это вот фозибот у нас на третьем месте. На четвертом месте у нас не литий-железофосфатная станция, которую я использую для бэкапа своего магазина. Мне хватает большое зеркало с подсветкой, какой-то роутер, терминал и внутреннее базовое освещение светодиодное. И у меня получается эта пауэрстанция работает уже 1,5 года. Я вам объясню, в чем фишка. Почему именно даже обыкновенный литий не железофосфат интересен в данном случае. У нее цена 559 евро. С промокодом 10% у нее цена будет минус 50 евро, грубо говоря, порядка 500. Вы здесь имеете 1451 ватт-час. То есть на секундочку это 1,5 киловатта емкости на 2,4 киловатта мощности. И она легкая. 13 киловатт, имеет чистую синусоиду, тоже имеет хороший набор стандартов быстрой зарядки. У нее гарантия 5 лет, имеет UPS. И это прям вот топ. Мне для работы вообще шикарно. Но она на 4 месте конкретно из-за того, что она не литий-железофосфатная. На 5 месте FRI. Или Аферай, это фактически клон вот этого фозибота F2400, стоит он 721 евро примерно, столько же, но для меня бренд фозибот ближе, и они примерно одинаковые, у них даже приложение приблизительно одинаковое. Тот же самый BMS-контроллер, те же самые элементы литий-железофосфатные до 4000, но Аферай продается у нас только в Германии, оригинальный вот по такой цене, и доставка его будет чуть-чуть дороже, поэтому 5 место, 22 килограмма она весит, и она тоже подходит для выездных ремонтов, для гаражей, для путешествий, для всего остального. Неплохой бэкап, заряжается от солнышка, но опять же повторюсь, не заказывайте солнечными панелями в Украину, украинская таможня будет их рубить. То есть заказывайте чистую пауэрстанцию отдельно, солнечную батарейку отдельно, разными посылками. Потому что солнечную батарею они тогда оценивают вместе с пауэрстанцией как единое оборудование, а вместе не подпадают под льготную растаможку, которую продлили на 2026 год. Ну и у нас пошли уже, допустим, Blue Yeti. Blue Yeti это вне топ, потому что я вам скажу, Blue Yeti охренели. Они так же, как и те же самые EcoFlow, возомнили себя непонятно какими. Давайте так, 2 розетки, 1024 ватт-часа за 529 евро. И это оригинальный сайт. Allpowers. Вот эту можно взять за 389. 1056 ватт-час.
с 4 розетками, со всеми стандартами быстрой зарядки. Блюете, что вы там делаете, что вы курите? Ну, серьезно, пауэрстанция бесспорно хорошая. Что с ценой? Теперь дальше. 2-киловаттная блюете 1049 евро. Ребята, вы охренели? Вы охренели? При этом за эти деньги я возьму 3 пауэрстанции All Powers R1500 Lite. И у меня будет 3 киловатта. 3 киловатта, не 2, а 3. На секундочку. Ну, допустим, чуть-чуть добавлю. Я, конечно, чуть преувеличил, но имеем, что имеем. Блюете неплохие пауэрстанции, но они вне топ. Как и R2500, потому что его не так выгодно покупать, как, например, 2 пауэрстанции R1500 Lite. Мои конкретные рекомендации. Какие использую я? Я использую на текущий момент R1500 полноценную. Это, открывается сайт постоянно. И использую вот такой вот All Powers. Очень хорошо отзываюсь об F1200, потому что очень много использовал. Легко, удобно. F2400 у меня вообще из 2 киловаттных. Это соотношение цена-качество и набор функций. А Ferrari тот же самый Fozibot, и очень его рекомендую. Блюете мне не понравился, хотя я тоже его использовал, и очень много на самом-то деле. Поэтому ссылки все в описании под видео. Мой топ я вам озвучил, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.